Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой нежный кружевной браслет в технике фриволите иглой. Браслет состоит из простых элементов. Если вы только начинаете работать в этой технике, то вы можете использовать эту схему, но я рекомендую использовать другие нитки. Не полиэстер Ариана Вега, а, например, хлопок. Для тех, кто хочет научиться работать в этой технике, у меня есть отдельный плейлист с бесплатными уроками, а также у меня сейчас появился еще и платный курс, онлайн-курс, 16 уроков, именно обучение, целенаправленное, не отдельно вырванные уроки, а целый курс. Ссылку на описание курса я оставлю ниже. Курс доступен на двух языках, русском и английском. Если вам нравятся мои работы и вы хотите учиться у меня, то добро пожаловать на мой курс. Я буду использовать нитки Ариана Вега вот в таком желтом оттенке. Это у меня 30-ка. На мой взгляд, это достаточно тонкая нить для иглы номер 7. И чтобы сделать работу чуть более плотной, я буду использовать двойную ведущую нить. Как это сделать, сейчас я вам покажу. Итак, если вы будете использовать нитку, которая плотная, и вы не хотите использовать двойную ведущую нить, то вы можете оставить хвостик примерно 70 сантиметров. Так как у меня будет двойная ведущая нить, то мне надо оставить хвостик где-то 1,50 м, то есть в 2 раза больше, чем если бы я это не делала. Итак, выполняем первое кольцо. Пико, как обычно, делаю маленькие, где-то 4 миллиметра. И сейчас, когда мы будем закрывать это кольцо, нам нужно, чтобы у нас внутри ведущая нить была сложена в 2 раза. Для этого вот весь вот этот наш хвостик нам нужно сложить как раз таки 2 раза. То есть убедитесь, что у вас вот здесь чуть-чуть торчит кончик, а далее вот эта нить, вот она идет сложенная пополам, и вот здесь вот в игле ровно на половине вот так она введена. Вот в таком положении закрываем кольцо. Придерживаем 2 ниточки. Как обычно, проходим иглой через получившееся кольцо. И смотрите, что у нас получилось. Вот этот кончик торчит, мы его потом уберем. А сейчас у нас получается, что мы кольцо затянули, и здесь у нас ведущая нить получилась сложенная в 2 раза. То есть мы сейчас ее не можем вытащить из иглы. В таком положении она у нас останется до конца работы. И сейчас, как обычно, переворачиваем кольцо и делаем фиксирующий узелок. Нить затягивается неравномерно, поэтому аккуратно подтягиваем нужную ниточку. Повторюсь, на этот кончик пока не обращаем внимания. Выполняем дугу.
Закрываем дугу, переворачивая работу. Опять-таки, вот эти две ниточки могут вытягиваться неравномерно, поэтому аккуратно тянем их. Если нужно, какую-то из них одну подтягиваем больше, какую-то меньше. Убеждаемся, что вот здесь никакая из ниточек не торчит. Все, вот этот кончик можно отрезать. Если хотите, его можно отрезать и опалить. Я просто отрежу. Он заправлен в узелки, поэтому не думаю, что с ним что-то может случиться. Выполняем симметричное кольцо и присоединяем его вот к этому пико. Закрываем кольцо, работу переворачиваем. В принципе, у нас все элементы в этом мотиве будут закрываться с переворотом. Сейчас мы будем выполнять дугу, и эта дуга должна быть крайняя, то есть она у нас будет вот здесь, там, где браслет будет застегиваться, поэтому она будет отличаться буквально чуть-чуть от той дуги, которая будет симметрична с другой стороны. Закрываем дугу. Следующее кольцо присоединим вот к этому пико.
Выполняем дугу. Сейчас выполним маленькое кольцо и присоединим его вот к этому пико. Сейчас мы будем выполнять такие же элементы, то есть вот пойдем вот эту дугу выполним, кольцо, дуга, кольцо, дуга, кольцо, вот в эту сторону. Выполняем кольцо, присоединяем его вот к этому маленькому кольцу, а затем присоединим и к большому кольцу.
Вот это большое кольцо, вот это пико. Теперь повторяем вот эту дугу. Вот такое кольцо и соединяемся вот с этим пико. Вот такая дуга. Теперь выполняем вот эти элементы, то есть в обратном порядке. Кольцо, дуга, маленькое кольцо и вплоть до вот этого кольца.
дуга. И в этой дуге у нас появляется еще одно пико, потому что это у нас не край браслета, а уже будет середина. Так, сейчас мы будем выполнять вот такое кольцо и соединимся вот с этим кольцом и с кольцом предыдущим. Сначала присоединяемся к предыдущему кольцу. Теперь присоединяемся к симметричному кольцу. Теперь выполняем дугу, маленькое кольцо, дугу. Сейчас мы будем выполнять кольцо, и это кольцо нам нужно присоединить сначала к маленькому кольцу, затем вот к этому кольцу, затем вот к этому и вот к этому.
Выполняем первое соединение с маленьким кольцом. Теперь с рядом расположенным большим следующее кольцо, вот это. Последнее соединение. Нам осталось выполнить последнюю дугу, вот такую, как эта. Тоже у нас здесь будет 2 пико, в отличие от вот этих двух дуг. Проходим иглой через первое кольцо. И присоединяем дугу. Выполняем узелок. Теперь нужно спрятать кончики. В зависимости от того, какая у вас нить, использовали вы здесь двойную нить или нет, сейчас вы можете либо иглой заправить кончики, либо нитевдевателем. Я буду заправлять в этот раз иглой. И вот эту нить я разрежу. Вот она у меня разъединилась на 2. Эти ниточки я буду прятать по отдельности. Нитку от клубка тоже можно отрезать. Я буду проходить через несколько узелков и потом отрезать кончик и опаливать его.
Всю эту ниточку я больше не буду заправлять. Таким же образом заправляю 2 оставшиеся ниточки. Вот 3 ниточки я заправила. Теперь каждую из них буду отрезать и опаливать кончик. Итак, один мотив готов. Сейчас нужно выполнить еще один такой же мотив и присоединить его вот к этому. Отличаться он будет только тем, что вот в этих дугах у нас везде будет по 2 пико. То есть вот в этой дуге мы выполняли 2 пико, 6 пико, 8. В этой дуге наоборот 8 пико, 6 пико, 2. И такие же будут вот эти 2 дуги. И присоединяя мотив, будем использовать пико вот в этих 2 дугах. Обратите внимание, с какой стороны вы будете присоединять. Вот здесь эти 2 дуги должны быть с одним пико. Это будет край нашего браслета. Присоединяемся вот с этой стороны. Сейчас я выполню кольцо, дугу, кольцо, дугу, кольцо. Затем выполню соединение. Маленькое колечко, вот еще одна дуга, тоже будет соединение. Покажу вам, как я буду выполнять соединение, то есть до вот этой дуги я выполню все самостоятельно. Здесь все идентично, все повторяется. Я выполнила вот эти элементы: кольцо, дуга, кольцо, дуга, кольцо. И сейчас буду выполнять дугу, к которой я буду присоединяться к первому мотиву. Получается, мотив у меня будет расположен первый. Как я вам уже говорила, с левой стороны у меня будут дуги с одним пико. Мотив, который я сейчас выполняю, он будет располагаться вот таким образом. И вот здесь я буду выполнять маленькую дугу, вот такую, и выполнять соединение вот с этим пико. Сейчас по мотиву я выполняю вот такое маленькое колечко, и в следующей дуге снова выполню соединение.
Далее все элементы у нас повторяются. Мы их выполняем точно так же, как и в первом мотиве. Повторюсь, за исключением вот этих двух дуг. Тут должно быть 2 пико. Сейчас я завершу этот мотив и покажу вам, что у меня получилось. Вот что у меня получилось. Сейчас будем идти до нужной нам длины браслета, присоединяя мотивы. Когда вы уже будете понимать, что вы присоединяете последний мотив, в нем точно так же, как и в первом мотиве, в крайних вот этих двух дугах выполните только 1 пико. Вот что у меня получилось. Всего у меня здесь 5 мотивов. Это в длину примерно 13 сантиметров. Чуть-чуть еще браслет увеличится за счет того, что вот здесь с краю будет дуга. Сейчас будем выполнять второй ряд. Вот здесь по краю. И для этого я буду оставлять хвостик примерно 1,20 м. Если вы, как и я, делаете двойную нить, то, соответственно, вам нужно оставить в 2 раза больше. Так как мы сложим его пополам, то все равно будет комфортно набирать узелки. Выполняем кольцо. И я буду присоединять его вот здесь сначала. Пойду, получается, вот так вправо. Теперь выполняем соединение с таким же пико, но с другого мотива. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Не угадала я. Буду идти в другую сторону. Но ничего страшного. От этого суть не меняется. Теперь выполняем дугу и присоединяемся вот к этому пико. Собственно, здесь мотив будет достаточно простой. Мы просто будем идти и соединяться с пико, которые у нас здесь везде торчат. То есть первое пико вот это, затем будет дуга к этому пико, к следующему пико. Затем мы выполним опять кольцо, соединившись вот с этими двумя пико. И так будем идти по кругу. Сейчас выполняем
дугу из 10 узелков. Проходим через пико. Подтягиваем дугу и закрываем дугу, не переворачивая работу. Следующая дуга, тоже 10 узелков. Вновь дугу не переворачиваем. Еще одна дуга, и уже после нее будем выполнять кольцо. Работу после этой дуги переворачиваем.
Выполняем кольцо, соединяя его с этим пико и с таким же пико со следующего мотива. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Таким образом идем до вот этого пико. Далее я покажу, как мы будем выполнять поворот. Я дошла до вот этого пико. Последнюю дугу, которую я выполнила, я закрывала, не переворачивая работу. Следующую дугу, которую мы будем выполнять, мы ее выполним вот к этому пико. Работу не переворачиваем. Теперь выполняем дугу вот к этому пико. Теперь таким же образом оформляем второй край. Здесь мы выполним дугу из 15 узелков. Далее у нас дуги будут из 10 узелков. Кольца здесь точно такие же, как и с этой стороны. И таким же образом идем вплоть до самого начала этого ряда. Я уже набрала 10 узелков для последней дуги. И буду ее закрывать и присоединять к самому первому кольцу в этом ряду. Все, нитки от клубка, от иглы можно отрезать, и нужно их спрятать в рядом расположенные узелки. Прятать я кончики буду точно таким же образом, как я их прятала в самих мотивах, которые мы выполняли в начале, поэтому этот я момент уже показывать не буду. Сейчас я спрячу кончики и покажу вам, как я буду крепить фурнитуру. Вот что у меня получилось.
Вот и все. Браслет готов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под этим видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!